Дорогие друзья, приветствую вас на канале Food Court. Наступил шашлычный сезон, весна в разгаре. И в этом видео я покажу вам свой вариант короля любого стола. Это, конечно, шашлык. Шашлык я готовлю столько, сколько помню себя самого. Перепробовал разные варианты, рецепты, разное мясо, маринады. И в этом видео я покажу вам тот вариант, который у меня сложился за последние 1,5 десятка лет. Шашлык можно приготовить из разного вида мяса, но мой выбор это свиной ошеек. Здесь у меня кусочек 2,5 килограмма. И сейчас я его нарежу на порционные куски. Сначала я разрезаю поперек, а затем я буду резать каждый кусочек повдоль. Что необходимо знать о мясе? Самое важное, чтобы мясо было охлажденным и созревшим. Если вы покупаете мясо в супермаркете, то оно уже прошло предварительное охлаждение и созревание. Но если вы купили мясо свежее на рынке, парное, то это мясо должно обязательно пройти период автолиза. Минимум 3 суток, а лучше 5 суток оно должно созревать в холодильнике при температуре 2-4 градуса. Миф о том, что парное мясо вкуснее, это просто миф. Самый вкусный шашлык это именно из созревшего мяса. Мясо я режу достаточно крупными кусками. Где-то 60 грамм в среднем один кусок, размер 4 на 5 сантиметров. Если резать более мелкие куски, то, конечно, при жарке они будут сухие. Итак, мясо я порезал. Теперь следующий этап. Мясо необходимо замариновать. Для приготовления шашлыка именно по этому рецепту я использую только смесь специй для шашлыка. На 2,5 килограмма мяса я взял 40 грамм смеси специй. Подробный состав этой смеси я оставлю в описании под этим видео. На первом этапе маринования я просто втираю аккуратно специи в мясо. Следующий ингредиент, который я добавляю для маринования мяса на шашлык, это чаман. Пажитник голубой. Это корень пажитника, сушеный, перемолотый. Очень специфическая такая приправка, редко встречается. Но вот именно этот пикантный вкус чамана делает мой шашлык уникальным. Мясо со специями я тщательно массирую. И для того, чтобы специи раскрылись и максимально проникли в структуру мяса, я добавляю буквально 20-30 мл обычного растительного масла. Именно масло помогает раскрыться специям, и в период маринования специи проникают в структуру мяса и дают ему тот самый аромат. Теперь еще один особенный ингредиент – это сахар. Буквально 1 чайная ложка, 15 грамм будет достаточно. Сахар играет очень важную роль
процессе маринования мяса. На протяжении внесения специй я продолжаю тщательно массировать мясо. После того, как я внес специи, растительное масло и сахар, чеман, пришло время главного ингредиента. Это, конечно, лук. Лука я беру примерно 20-25% на 1 килограмм мяса. Здесь у меня 600 грамм. Для приготовления шашлыка по этому рецепту именно из свиного шейка я никогда не использую уксус или там какую-то лимонную кислоту, лимонный сок. Только специи и только лук. Этого вполне достаточно, чтобы сделать мясо нежным и ароматным. Лук я нарезаю полукольцами. После того, как лук порезан, его нужно хорошенько размять. Для того, чтобы лук отдал свой сок, я добавляю 1 чайную ложку соли. В процессе маринования мяса я не добавлял соль. Если вы обратили внимание, солить шашлык я буду перед самой жаркой. Дело в том, что если добавить соль в мясо на этапе маринования, то соль вытянет из мяса сок. И вы получите в результате сухой абсолютно кусочек мяса, из которого соль вытянула уже самое вкусное. Поэтому чуть-чуть присолив лук, этого будет достаточно для того, чтобы он отдал необходимое количество своего сока. И это будет самый лучший способ замариновать мясо. Теперь необходимо внести лук. Лук я отжал, он хорошо пустил сок. И теперь я буду мясо массировать вместе с луком, тщательно вжимая луковый сок в мясо. Вот, в принципе, и все. Процесс мариновки закончен. Теперь я перемещаю замаринованное мясо в контейнер и уберу его в холодильник. При таком маринаде мясо будет достаточно 2-3 часа, и оно будет готово к жарке. Например, если вы собрались на пикник с компанией друзей, вы замариновали мясо, пока вы доехали до места, разожгли огонь, мясо ваше будет готово. Но обычно я оставляю мясо в холодильнике на 10-12 часов. То есть я вечером его замариновал, убрал в контейнер и поставил в холодильник. А на следующий день я достаю мясо из холодильника, даю ему постоять при комнатной температуре пару часов, и его уже можно готовить на мангал. Но пока мясо маринуется, я приготовлю пикантный соус. Для соуса я возьму лук репчатый, свежий, и мелко-мелко его нарублю. Затем я возьму 1 головку чеснока, такую крупную, и также мелко его порублю. Ну и, конечно, для шашлычного соуса мне понадобится 1 пучок свежей зелени. Я взял петрушку. Вы можете взять зелень свою любимую по своему вкусу. Это может быть укроп, кинза, базилик. Все, что вы любите на свой вкус, вы можете добавить в этот соус. Для того, чтобы сварить соус, я ставлю на огонь небольшой сотейник и добавляю 250 мл томатного соуса. Это обычные помидоры, перетертые в такую жидкую пасту. Добавляю туда лук, зелень и довожу его до кипения.
Для остроты и пикантности я добавляю 1 чайную ложку острого перечного соуса шрирача. Это очень острый соус. Вы можете добавить просто перчик красный, молотый, сухой. Одна четвертая часть свежего лимона – это, наверное, 1 столовая ложка. На медленном огне постоянно помешиваю. Пол чайной ложки соли. И 1 чайная ложка сахара. Все это постоянно помешиваю на слабом огне. Затем добавляю пол чайной ложки молотого кориандра. Вы можете добавить сухой базилик или розмарин. Добавляю мелко порубленный чеснок. Закрываю крышку и выключаю огонь. Даю соусу остыть и убираю в холодильник до утра настояться. Ну и так, друзья, прошло примерно где-то 16 часов. За пару часов до того, как жарить мясо, я достал его из холодильника. Оно у меня теплилось до комнатной температуры. И теперь я убираю лук, в котором мариновалось мясо. Почему я убираю этот лук? Потому что при жарке он будет гореть. После того, как я убрал лук, в котором мариновалось мясо, сейчас самое время мясо посолить. Делаю я это обычно минут за 20 до жарки, перед тем, как нанизывать мясо на шампуры. На 2,5 килограмма мяса я добавил 2 чайных ложки обычной поваренной соли. Вы можете добавить больше. Соль, мясо – это на ваш вкус. Теперь наше мясо полностью готово. И я приступаю к нанизыванию мяса на шампур. Мясо у меня 2,5 килограмма. И я равномерно распределяю его на 6 шампуров. Таким образом, у меня получается где-то по 600-620 грамм мяса на одном шампуре. Угли на мангале я предварительно разжег. Они прогорают до такого седого цвета. И теперь можно ставить наше мясо на угли. Угли хорошо прогорели, никакого пламени не должно быть. Я ставлю мясо на очень высокую температуру и поджариваю с обоих сторон быстро, для того, чтобы создать корочку. Эта корочка позволяет сохранить сочность внутри мяса. Друзья, вы не представляете, как это пахнет. Когда мясо запечатывается с двух сторон, я ставлю на ребро и продолжаю запечатывать мясо до равномерно румяной корочки со всех сторон. А потом, постоянно поворачивая, в течение 7-10 минут я довожу мясо до готовности. Я не знаю, как вы, а я обожаю сам процесс жарки шашлыка. Как говорил великий Михаил Михайлович Жваницкий, говорит, детей я не очень люблю, но сам процесс. Смотрите, какая красота получается.
Запах просто не передать. Друзья, мне кажется, этим процессом можно наслаждаться вечно. Через 10-12 минут при достаточно стабильной температуре мясо практически готово. После жарки на углях шашлыку необходимо дать отдохнуть минут 10-15. Для этого я снимаю мясо с шампуров в сотейник, и оно у меня постоит минут 15, пока мы накрываем на стол. После такой процедуры мясо доходит, сохраняя невысокую температуру в сотейнике, становится нежным, мягким, сочным. Это нереально вкусно. Друзья, если вам понравился этот рецепт шашлыка, не забудьте поставить лайк. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на канал. Буду рад вашим комментариям. Напишите несколько слов о том, понравился ли вам этот рецепт. Поделитесь своим рецептом, своим опытом, какими-то своими секретами. Я думаю, что у каждого мужчины есть свой собственный уникальный рецепт шашлыка. Я не претендую на уникальность, но тот шашлык, который готовлю я, доставляет огромную радость моим близким, друзьям и знакомым. Ну и, конечно же, необходимо снять пробу. Соус настоялся, шашлык ароматный, еще горячий. Это божественно вкусно. Готовьте шашлык, друзья, по моему рецепту. Оставайтесь на канале Food Court. Вас ждет много вкусного и интересного.